Лена, можно мне мануал с ответами на русском? Стас? Привет! Поднимите руку те, кто не заболел, не столкнулся ни с какими трудностями, пока сюда добирался. Никаких проблем не было, ментальных омрачений. Держите, держите. Раз, два. Стас, вот этот микрофон можно включить? А ты его включила сама? Зелененький горит? So, welcome our German-speaking friends also. And Max was asking, who is here? Не столкнулся ни с какими препятствиями. Who came here and did not have any obstacles to come here? Who did not have any obstacles to come to this event? И если у вас, во-первых, у большинства все-таки были, я скажу, что я тоже поднял бы руку, у меня были препятствия. So you want people with obstacles or without? With. With obstacles, right? Считается, считается. Okay, majority of people did have obstacles. It looks like that. И те, кто слушает нас онлайн, и у вас не получилось приехать, я бы хотел сказать, что мы вас очень любим, ценим, и чистите препятствия, приезжайте в следующий раз. And for people who are listening us online now, we just want to say we are very sorry you couldn't come, and we love you anyway, and please clean your bed seats and come next time. Для тех же, кто почистил свои семена и приехал сюда, For those who did clean bed seats and came here, говорят, что ACI 13 — это один из самых необыкновенных курсов среди серии 18 курсов ACI. they say that ACI course number 13 is the most amazing course out of all 18. И я думаю, что причина, почему наши семена так сильно очищаются перед подобными знаниями, And I believe why we purify our bed seats so much before this course. это потому что что-то приходит, что может изменить нашу жизнь навсегда. Because I believe something that can change our life radically is now about to appear. Поэтому я очень рад приветствовать вас здесь на ACI 13. So I'm very happy to welcome you at the ACI course 13. Похлопайте друг другу, что вы сюда добрались. Welcome everyone. Вы такие молодцы. И спасибо большое этому месту и администраторам, и руководителям этого комплекса «Зеленая We are буча». very grateful to this place, to all the people who are working here and allowed us to be here. Мы здесь второй раз и надеемся приехать еще. We are here second time and we are hoping to come back. Сейчас я бы хотел пригласить на сцену одного человека, And right now I would like to invite to the stage one person который, я думаю, за всех нас очистил препятствий перед тем, как впервые изучить ACI 13. who I believe cleaned all our obstacles before When he started to learn ACI 13 first time. this person cleaned all our obstacles when started to study ACI 13 for the first time. И прямиком из Австрии And right from Austria. наш дорогой и неповторимый Питер Our dear Мёртл. Peter Myrtle. И вот там, вы знаете, кому еще похлопать нужно? Кому? Ее зовут Мария Геннадьевна Кондратьева-Мёртл. Thank you, Max. Спасибо, Макс. Thank you so much for coming to ACI 13. Большое спасибо, что пришли на ACI 13. It's the course that scares me the most.
Это курс, который меня напугал больше всего. And the reason is that I heard when I met Geshe Michael in the beginning, И причина это, я слышал, когда встретил Геша Майкла впервые, and I learned the ACI courses myself. я изучал ACI-курсы самостоятельно. He built up a group in New York City, Он собрал группу в Нью-Йорке, and he said when he taught ACI 13, 50% of the people left. и он сказал, что когда он преподавал ACI 13, половина студентов покинула его. And about a week or 2 weeks ago in Berlin, И 1 или 2 недели назад в Берлине, we had a meeting, and I told him we're going to do 13 now in Kiev. и у нас была встреча, я сказал, что у нас будет ACI 13 в Киеве, And he laughed. и он смеялся. He said, "Be creative, be creative." Он сказал, будь креативным, будь креативным. So it's a huge honor for me to be allowed to pass it on to you, Для меня большая честь иметь возможность передать вам это. and I really mean that. Я действительно так думаю. We decided we're not going to go to the city. We come out here, so you cannot leave during the weekends. Мы решили за город выехать, чтобы а не делать это, например, в центре города, чтобы вы не могли нас покинуть посередине. The gates are locked, Все ворота закрыты, and you have to sit it through. и вам нужно высидеть это. But honestly, there is a reason why it's number 13, right? Но, честно It's not говоря, a есть coincidence. причина, почему это номер 13, это не случайность. And this, what we're going to study tomorrow, И то, что мы собираемся изучать завтра, and this whole subject in ACI и 13, вот этот весь предмет ACI 13, is what triggered Geshe Michael's direct perception of emptiness. это то, что спровоцировало и стало триггером для того, чтобы Геша Майкл увидел пустоту напрямую. Especially the chapter that we're going to talk about tomorrow. Особенно глава, о которой мы будем говорить завтра. So please, Поэтому, пожалуйста, do not think that this is just theoretical philosophy. не думайте, что это просто какая-то теоретическая философия. It's the basis for being able to transform your mind forever. Это основа для того, чтобы трансформировать свой ум навсегда. And it's really, really true. И это правда. Even in ACI 1, at the reading at the end, Даже в ACI 1 в конце чтения there is a paragraph saying, есть абзац, который говорит: study all the schools. изучай все школы, Go into Madhyamika, the highest school. Мадьямику, высшую школу, Then go into the secret teachings. потом в секретное учение, And then go back to logic. а потом возвращайся к логике. It's in ACI 1. If you read the reading 10, it's there somewhere. Если вы почитаете ACI 1, в конце вы найдете это. So the fascinating thing is, for me, Поэтому ошеломляющая вещь для меня, that we are all, the way I experience you, planting good seeds all the time. что мы постоянно, по своему опыту, сажаем, Good seeds. мы You're постоянно trying. сеем хорошие семена. You couldn't be here if you were not doing that. Вы бы не смогли здесь присутствовать, You если couldn't бы be вы in the этого room. не делали. But then, Но в итоге, when it comes to really deconstructing our mind and everything we think is true, когда мы приходим к точке, где мы разбираем по кусочкам наш ум и разбираем то, что мы считали правдой, истиной, we're going to perception theory. мы идем в теорию восприятия. How do we perceive stuff? Как мы воспринимаем вещи? And it can feel dry, Может быть немного суховато это ощущаться. and it definitely is going to be strange a little bit for a И little while. определенно это будет немного странным на какое-то время. But if you work on it, Но если вы над этим поработаете, eventually something will shift in your mind and you will see the world in a different way. в конце концов что-то сдвинется в вашем уме, и вы увидите мир по-другому. So I'm super honored and happy to do this together with you in these 2 weekends. Поэтому для меня большая честь, и я очень счастлив делать это вместе с вами в течение этих 2 выходных. I'm also very honored and nearly a little bit shocked that so many Germans and Austrians came. Thank you very much. Для меня это немного шокирующе, что очень много немцев и австрийцев также приехало. Very good to see some old faces who I know for a long time.
It's very good to see some faces who I know for a long time, both in Kiev and in Austria and Germany. Очень здорово увидеть лица, которые я уже знаю какое-то время и в Киеве, и в Австрии. But no matter how you feel right now and what you think, Но неважно, как вы себя ощущаете и что вы думаете сейчас. remember the old saying, minds work like parachutes. Вспомните старую поговорку, что ум работает как парашют. They only work when they're wide open. Он работает только, когда он широко раскрыт. So for these 2 weekends, Поэтому для этих 2 выходных, even if you have the feeling that you don't understand everything, даже если у вас есть ощущение, что вы не все понимаете, and if there's emotional or other rejection, если у вас эмоциональное или другое какое-то отрицание, just wipe it away the way you would wipe away a page you don't want to see on a laptop. просто отбросьте это так же, как вы отбрасываете страницы на своем ноутбуке, которые вы не хотите видеть. I tell you my story with ACI 13. Я хочу вам рассказать свою историю с ACI 13. I did 2007 I started with ACI, В 2007 я начал с ACI, and then I did I think 3-4 courses per year. я делал в среднем 3-4 курса за год. Please don't do more. You cannot digest the material otherwise. Пожалуйста, не делайте больше. На самом деле, если вы делаете больше, вы не можете усвоить этот материал. And in 2009 I went on a retreat. В 2009 году я в ретрит. And my lama told me it was too early, but I didn't listen. Моя лама сказала мне, что это было слишком быстро, но я ее не послушал. And I took the material of ACI 13 with me as something to to relax my mind when I was not meditating. Я взял с собой материалы ACI 13 для того, чтобы сделать передышку для своего ума в то время, как я не медитировал. And I really thought I was dying there. I thought I got a brain tumor because I had so much headache. Really. И мне на самом деле казалось, что я умираю, у меня что-то было, какие-то странные ощущения в мозге. But I'm so stubborn also. Но я также боролся, So I decided I'm going to sit it out. поэтому я решил, что я высижу. I'm not going to leave the retreat. Я не уйду из ретрита. It was in Spain. And if I have to go to the hospital later, I don't care, but I'm going to stay in retreat. Мне не важно, даже если я потом отправлюсь сразу в больницу, я не покину ретрит, я все равно останусь. Then I started to hear bells, like big, it's not a joke, okay, like bong, bong bells. And I thought, wow, they have a big church there over the hill. Я начал слушать звуки колоколов, такие бум-бум. И я не шучу, мне казалось, что там большая церковь какая-то есть. Anyway, then when I didn't meditate, I tried to go into the material. И когда я не медитировал, я пытался в материале этом разобраться. And I made it to class 3. Я сделал класс занятие 3. And then when I looked at it, Потом, когда я начинал на него смотреть, I got a headache. у меня сразу I начиналась couldn't even головная put the боль. binder down from the shelf anymore. I couldn't put the book down anymore. I was like, У меня даже weird. не было возможности книгу с книжной полки достать. Then I, thank God, let go. Слава Богу, потом отпустила. I finished the retreat. Я закончил ретрит. I realized 2 things which were very good. Я осознал 2 вещи, что уже неплохо. I didn't have a brain tumor. I did not have a brain tumor. Что brain tumor? У меня не было опухоли мозга. And I was a little disappointed, but there also was no church on the other side of the hill. И я немного разочаровался, но не было там на самом деле церкви за склоном. And then I went home. И когда я вернулся домой, And I sent an email to some of my Dharma friends, to Ningpo at that time, Eric Brinkman. я отправил имейл своим дарма-друзьям Нику и Эрин. He was good debater, good logician. И он был хорошим дебатером, хорошим логиком. I said, Eric, you know, I did this retreat and I started to do 13 and I got so much headache. I don't know what to do. И Эрику написал: слушай, я начал делать ретрит, и у меня такая была невероятная головная боль, я просто даже не знал, что с ней делать. And he was laughing at me. А он просто смеялся надо мной. And he said what is important for this course. И он сказал то, что важно для этого курса знать. You need to serve. Вам нужно служить. You need to create a lot of goodness. Тебе нужно создать очень много добродетели, Which is called kelva in Tibet. которая называется по-тибетски кельва. And then it will open up to you. И тогда она раскроется. But you cannot understand this if you don't have enough kelva. Но вы не можете это понять, если у вас недостаточно кельвы. So I was like, okay, what do I do now? И я такой, хорошо, что дальше-то делать? He said, serve something somewhere. Он говорит, служи, где-нибудь, как-нибудь.
So actually that was 2008. Это вообще-то в 2008 было. 2009 I went to Diamond Mountain in summer. В 2009 году я в ретритный центр Алмазной горы отправился впервые. And I helped to build the retreat cabins. Я помогал построить кабинки для ретритов. No, it was 2009. And then in 2010 again, И в 2010 также I did 2 courses in between, я сделал 2 курса посередине. 4 and 15. 15 is also tough. 4 и 15. 15 также достаточно такой And серьезный. then I started again, И тогда я начал снова, and my mind shifted. и мой ум, что-то в нем произошло, какой-то сдвиг. And I finished in October 2010. В октябре 2010 я закончил. I wrote an email to Geshe-la, Я написал имейл Гешела. and it's one of the rare occasions where Geshe-la answered an email. Это одно из очень-очень редких обстоятельств, когда Гешел He отвечает said, на имейл. congratulations, good job. Он сказал: поздравляю, отличная работа. So my dream is Поэтому моя мечта that we are это, going to write 100 emails in 2 or 3 months что вы напишите мне 100 имейлов через 2-3 месяца. to all of you. Все вы. What we're trying to do, what we're going to do, Что мы собираемся и мы будем делать? we learn you a new language. Мы будем изучать новый язык. And to me, it's the language of our mind. И для меня это язык нашего ума. Ready? Готово? Okay, let's go for it. Хорошо. Давайте. The reason why we picked the matrix theme, Причина, почему мы вот эту штуку с матрицей выбрали. and I want to thank Max and the team for being so incredibly creative. Я хочу поблагодарить Макса и команду за то, что они так креативны. We decided each ACI course is going to have a certain theme from now on. И мы решили, что с этого Ну, момента у видно, каждого да. ACI-курса будет какая-то тематика. And the first one was with the wings, remember? Первый, помните, Who был picked с that? крыльями. Where is Champa? Где Джампа наша? Where is she sitting? Где She's она? probably working outside. Anyway, so the idea with the wings was the one for 17. И вот эта идея с крыльями, она была для курса 17-го, For 13 is matrix. для 13-го матрица. We want to learn Мы хотим изучить the key ключ to unlock the matrix of our reality. для того, чтобы открыть матрицу нашей реальности. And once in a while, we are going to watch short movies to cheer up a little bit and to remember what we're doing. Иногда мы будем смотреть короткие отрывки, чтобы понять, что мы собираемся делать. But before we start, especially for 13, Но до того, как мы начнем, особенно с I 13-м, want to ask you to really ask your teachers in your mind and this lineage for help. я хочу, чтобы вы попросили своих учителей всю линию в своем уме для того, чтобы они вам To помогли, understand it, чтобы понять это, to get a breakthrough, чтобы прорыв сделать, to be then able to help many, many people. чтобы в итоге вы смогли помочь очень многим людям. And so we'll do the prayers each time, И мы будем делать молитвы каждый раз. and during the prayers, ask for that. И во время этих молитв спрашивать об этом. Хорошо? Хорошо? Раз. I don't know how to hold it at the same time. Anyway. Саши пуки чукчин меток трам Рира блинкшин инде гемпади Санье шинкту микте ульварги Дроку нам дак шингла тупашу Идам гуру ратна мандала камнирятаями Санье чудам цоки чокнамла Джангчу баду дакник ябсучи Даки чинцоки песунамки Рола пленкше санье тупашу Санье чудам
Jangchu Badu Dakni Kyapsuchi Daki Chinso Kipe Sunamki Drola Plengshie Sanye Tupashu Sanye Chudam Tsoki Choknam La Jangchu Badu Dakni Kyapsuchi Daki Chinso Kipe Sunamki Drola Plengshie Sanye Tupashu. Thank you. How does Спасибо. the whole ACI 13 fit into the ACI system? Как вообще вот этот весь ACI 13 связан с этой системой? Usually it's the 13th course that is being taught, Обычно это 13-й курс по счету, который преподается, but we changed the order a little bit because there were so many new people in ACI 12. но мы немного изменили порядок, потому что на ACI 12 у нас было так много людей. So we decided if we shock them with 13, they will be there for one course and then leave forever. Поэтому мы думали, что если мы их шокируем этим курсом, то мы потеряем их навсегда. Which is why we did 16 and 17 before, Вот почему мы 16 и 17 перед этим to делали, warm you up a little bit, чтобы вас немного взбодрить, and now we do 13. и теперь мы делаем 13. In the context of a Tibetan monastery and their training, В контексте тибетского монастыря и их системы обучения logic is one of the first topics that you study. логика — это не первый предмет, который вы начинаете изучать. And kids start to study logic. Children, kids start to study logic. They start with logic. То есть это первое, с чего вы начинаете, с логики, и дети начинают изучать также логику. And you study logic for 8 years. И вы изучаете логику 8 лет. Every winter, 3 months, there is debates. Winter debates. Каждую зиму 3 месяца проходят зимние дебаты. Where traditionally the monks debate for 12, 14 hours, sometimes the whole night. Традиционно монахи там дебатируют 12-14 часов, иногда всю ночь. So it's one of the major topics of the training. Поэтому это один из ключевых предметов всей системы обучения. Geshe Michael was joking when he said, we are going to do it in 3 months Geshe in New York, Michael in 1998 in New York. в 1998 году Geshe Michael шутил, что они через 3 месяца будут это делать. And I'm thinking, we do it in 2 weekends, not in 3 months. И я думаю, мы это будем делать через 2 выходных, не через 3 месяца. So please expect. So during 2 weekends or after? We do it during 2 weekends. They did it in 3 months. То есть они это делали в течение 3 месяцев, то есть 3 месяца целых, а мы делаем только 2 выходных. And they did it for 8 years. И они делали это 8 лет. So what we are doing is we give you an overview. И что мы сейчас будем делать? Мы дадим вам такой обзор. And for me and many students who have gone through this, it becomes a way of thinking about things for the rest of your life. Для меня и других студентов, некоторых, это становится такой системой, таким способом, как ты будешь думать потом в течение всей своей It's жизни. like someone is unlocking a new part of your mind, Как будто кто-то открывает часть вашего ума, and you learn how to think clearly. и вы учитесь, как мыслить ясно. You learn how to find out and figure out for yourself what is correct and what is not. Вы учитесь для себя, как понимать, что правильно, что нет. So don't expect that after those 2 weekends it will be done. It's a start. Поэтому не думайте, что вы вот за эти 2 выходных все закончите. Это на самом деле старт. And there are many, many famous quotations in the history of this tradition. Есть очень много известных цитат в истории этой традиции. One I want to tell you because it's a funny one. Одну я хочу вам рассказать, потому что она забавная. Of great debaters. Среди великих дебатеров. So logic is not something that was made up on the way. It's something that Buddha taught. Логика — это не что-то, что по дороге было сделано, это что-то, что Будда говорил. Jetsun Kappa was a famous debater. Jetsun Kappa был известным дебатером. That's, by the way, how many of his students found him.
Вот, кстати, как как много из его студентов его нашло. There was this new guy Вот был этот новый парень, coming from the West, с запада пришел, and he's got a reputation of being a very good debater. и у него была репутация того, что он очень хороший дебатер. So Gyeltsabje, one of his two main students, Поэтому Гелцабдже — это один из его студентов. who later became the throne holder of the Jetson Kappa throne, Потом он стал хранителем трона Джетсон Каппы. he heard about this new guy, Он слышал об этом новом парне. and he was pretty cheeky Он был достаточно такой нахальный. and thought, I am a really good debater. Let's see what that new guy can Говорит, do. я действительно хороший дебатер. Посмотрим, что вот этот новый может. So he walked in order to find him, to challenge him for a debate. Он пошел для того, чтобы вызвать его на дебаты, на поединок. And he came across a cow field, И он через поле с коровами шел with a cow girl и встретил девушку, которая пасла этих who was коров. pretty dirty, didn't look very, Она очень Not a грязная city такая girl. была. And he said, do you know where Longnose is teaching this today? Do you know where Longnose is teaching today? Ты знаешь, где вот этот длинный нос сегодня учит? So Jetson Kappa had a long nose, and people who didn't like him called him that. У Джетсон Каппы был длинный нос, и те, кому он не нравился, так его дразнили длинным носом. And the girl said, long nose? I haven't heard about long И nose. девушка говорит, длинный нос, нет, я не слышала. But aren't you the great famous logic master Gyeltsabje? Но я знаю одного просто невероятно классного мастера Гелцабджа. He said, yes, that's me. Is it you? She asked him. И она его спрашивает, но я знаю, что это ты такой классный этот мастер Гелцабджа? And he said, yes, that's me. И он говорит, да, это я. And he said, I had a logic questions for a long time. И она говорит, знаешь, у меня есть один вопрос по логике, And I очень never could длительное figure it время. out. Я никогда не могла But найти maybe you ответ. can help me. Может быть, ты мне поможешь. He said, sure, no problem. Он говорит, да, конечно, вообще никаких проблем. What's the question? Какой вопрос? She said, well, I look at these cows the whole day long. Он говорит, ну, ты знаешь, я смотрю на этих коров вот весь день. And when they poop, И когда они вот какают, I'm wondering, я вот думаю, when the cow poop comes up, когда, вот это вот выходит из коровы, then first, тогда сначала the top is the top, верх — это верх, but then when it comes down and falls down on the earth, но когда оно на землю падает, the top is the bottom and the bottom is the top. So which one тогда is it? верх становится низом, а низ становится верхом. Так как вообще правильно-то? And Gyeltsabje was stunned. И Гелцаб же вот завис просто. And then suddenly, as he turned back to her, И внезапно он к ней поворачивается, she had turned into an angel и она становится ангелом. and said, I don't know about Longnose, but if you're looking for the great incomprehensible Jetson Kappa, Я не знаю насчет длинного носа, но если ты ищешь великого, непревзойденного Джетсон Каппу, he's teaching over there. он вот там учит. So Gyeltsabje left, astonished. И Гелцаб же в шоке ее покинул. And there are many lessons in that story. One I just realized today. И много есть уроков в этой истории, один только я сегодня понял. But he met Jetson Kappa. Но он встретил Джетсон Каппу. He treated him not very politely in the beginning. Он сначала не очень культурно и вежливо с ним обращался. And he came even up on the throne and talked with him. И он даже на Just трон to к нему provoke him. поднялся и с ним говорил. But the story is then, as he listened to him teaching, he was going down from the throne. Но по мере того, как он слушал его учение, On the он floor. спускался с трона на землю. And eventually he prostrated to him and asked him to be his teacher. И в конце концов он сделал простирание ему и попросил быть его учителем. So one of the lessons for sure is you never know who is who. Поэтому один из главных уроков